Свечи индометацин обладают противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием, а также некоторым антиагрегантным. Подавляет активность противовоспалительных факторов, снижает агрегацию тромбоцитов. При наружном применении вызывает ослабление или исчезновение болевого синдрома ревматического и неревматического характера, в том числе при болях в суставах, в покое и при движении. Уменьшает утреннюю скованность и припухлость суставов. Способствует увеличению объема движений. При воспалительных процессах, возникающих после операции и травм, быстро облегчает как спонтанную боль, так и боль при движении. Уменьшает воспалительный отек на месте раны. Показания. Острые хронические боли при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ревматоидный артрит, ювенильный хронический артрит, анкилозирующий хронический спондилит, болезнь Бехтерева, подагрический артрит, псориатический артрит, болезнь Рейтера. При ревматических поражениях мягких тканей, тендиниты, бурситы, тендобурситы, тендовагиниты. При дископатии, невритах, плекситах, радикулоневритах, при дисменорее. Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования. На прогрессирование заболевания не влияет. Способ применения и дозы. Применяют ректально, вводят в прямую кишку. Перед применением суппозитория рекомендуется освободить кишечник. Вымойте руки, освободите суппозиторий от контурной упаковки, разрезав ее при помощи ножниц, или вскрыв ее руками, потянув в разные концы края контурной упаковки, и введите суппозиторий в задний проход с заостренным концом, по возможности глубоко. Для более удобного применения суппозитория рекомендуется нагнуться или присесть, можно вводить лежа на боку. Суппозиторий 50 мг взрослым от 1 до 3 раз в сутки, детям старше 14 лет 1 раз в сутки. Суппозиторий 100 мг 1 раз в сутки. Во время приступа подагры до 200 мг в сутки. Применять рекомендуется на ночь. Противопоказания. Индивидуальная повышенная чувствительность к индометацину, аспирину или другому нестероидно-противовоспалительному средству. Указания в анамнезе на бронхоспазм, крапивницу или ринит, вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных противовоспалительных средств. Язвенная болезнь желудка или кишечника в фазе обострения. Беременность и кормление грудью. Детский возраст до 14 лет. Нарушение кроветворения. Выраженное нарушение функции печени или почек. Тяжелые формы хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, панкреатита. Для ректального применения проктит, недавнее кровотечение из прямой кишки. Особые указания. С осторожностью применяют у пациентов пожилого возраста, а также при заболеваниях печени, почек, желудочно-кишечного тракта в анамнезе, при диспептических симптомах в момент применения, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, сразу после серьезных хирургических вмешательств, при паркинсонизме, эпилепсии. При указаниях в анамнезе на аллергические реакции к нестероидным противовоспалительным средствам препарат применяют только в неотложных случаях. В период лечения необходим систематический контроль за функцией печени и почек, картины периферической крови. Не рекомендуется одновременное применение с ацетилсалициловой кислотой и другими нестероидными противовоспалительными средствами. Не следует применять индометацин одновременно с дифлунизалом. При одновременном применении индометацина с препаратами лития следует иметь в виду возможность появления симптомов токсического действия лития. Побочные действия. Со стороны пищеварительной системы. Тошнота, анорексия, рвота, боли и неприятные ощущения в животе, запор и диарея, эрозивно-язвенные поражения, кровотечение и перфорации желудочно-кишечного тракта. Редко структура кишечника, стоматит, гастрит, метеоризм, кровотечение из сигмовидной кишки или из дивертикула, желтуха, гепатит. Со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы. Головокружение, головная боль, депрессия, чувство усталости. Редко тревога, обморок, сонливость, судороги, периферическая невропатия.
мышечная слабость, непроизвольные мышечные движения, нарушение сна, психические расстройства, деперсонализация, психотические эпизоды, парестезии, дизартрия, паркинсонизм. Со стороны сердечно-сосудистой системы, отеки, повышение артериального давления, тахикардия, боли в грудной клетке, аритмия, пальпитация, артериальная гипотензия, застойная сердечная недостаточность, гематурия. Аллергические реакции. Редко. Зуд, крапивница, ангиит, узловатая эритема, кожная сыпь, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, выпадение волос, острый респираторный дистресс, резкое падение артериального давления, анафилактические реакции, ангионевротический отек, диспноэ, бронхиальная астма, отек легких. Со стороны системы кроветворения. Редко. Лейкопения, петехии или эхтимозы, пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, тромбоцитопения. Со стороны органов чувств. Редко. Нарушение четкости зрительного восприятия, диплопия, орбитальные и периорбитальные боли, тинит, нарушение слуха, глухота. Со стороны мочевыделительной системы. Редко. Протеинурия, нефротический синдром, интерстициальный нефрит, нарушение функции почек, почечная недостаточность. Со стороны обмена веществ. Редко. Гипергликемия, глюкозурия, гиперкалиемия. Прочие. Редко. Вагинальное кровотечение, приливы, повышенное потоотделение, носовое кровотечение, увеличение и напряженность молочных желез, гинекомастия. Условия хранения. Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре ниже 25 градусов,